Сосуд Майвел эти ваши, база, основа. Здорово, чатерсы, здорово. Перед побегом из Украины в Россию я 3 раза убегал от ТЦК действия до Румынии и реки Тисы. Поехали. Я первый человек на ютубе, который сбежал из Украины в Россию. Именно сбежал через горы, поля, реки. И сразу заехал в Россию. А не то, как некоторые украинцы, которые сбежали из Украины. Бля, вроде сбежал нахуй, но все равно в России по лесам и горам гоняет. Ну ладно, у него там, как я помню, хобби такое. Он любит прям по лесам ходить, там что-то гулять. Он, когда в Украине жил, он себе там строил... Это другой чел? Не, это тот же самый чел, про которого мы смотрели в прошлый раз. Сейчас я его покажу. Там по-любому, ну, мы смотрели его видео. Да, вот. Это не Макс. Блять, мы про ТЦКшников уже посмотрели видео 3. Ну, точнее, не про ТЦК, а про побеги. Мы смотрели этот видос, вот. Побег из Украины в Россию. Предлагали работать в ТЦК, бла-бла-бла. Который месяц назад выходил. Так что мы это тоже видели. Макс Рудада это другое, это какой-то, блядь, ультра-хайповый челикс, а это так, приколист, 14,8 тысяч подписчиков, жесть, кстати. То есть, чела с таким хобби могут свалить, с хобби лесника, ну, как видишь, да. Деньги спокойно перевезли через границу, выехали в Европу, пожили в Европе несколько лет, потом поняли, что в Европе им не понравилось, и только потом уже они решили переехать в Россию. Это 2 совершенно большие разницы. В первой части я сказал, что я 2 раза убегал от ТЦК, но на самом же деле убегал 3 раза. 2 раза я убегал у себя в Днепропетровске, а 3-й раз убегал в Ужгороде, это на Западной Украине. Но прежде чем начну, немного предисловия. Попутно отвечу на некоторые комментарии. Ну, допустим, почему я в ролике в маске. Мол, я боюсь зрителей и все такое. Хорошо, ну а как же тогда все мои... Блять. Комментарий. Шо вы в маске? Вы людей боитесь? Так, блять. Мне кажется, здесь какой-то украинский след про это, ну, проклевывается, блять. Шо вы в маске? А? Га? Почему я в ролике в маске? Мол, я боюсь зрителей и все такое. Хорошо, ну а как же тогда все мои предыдущие 250 роликов, которые без маски с моим лицом? И, допустим, есть такой канал на ютубе Миллионник, который называется «Все из-за металлокопа». Мужик 10 лет снимается в маске. И что, по-вашему, это означает, что он боится подписчиков? Логика школьника пятиклашки. Элементарно просто додуматься, что когда сутки с ночевкой ходишь на природе, снимаешь видос, и вдобавок еще при этом на улице мороз минус 15, можно себе и нос отморозить. Поверьте, я уже 2 раза примораживал. И скажу это не... Роско, почему вы в маске? Что с ебалом? Вы людей боитесь? Да. Очень приятное ощущение. Люди, это страшно. Еще были комментарии, мол, Есень находится на границе с Венгрией. Ну, как сказать, так. Конкретно в тот раз у меня метка в телефоне была Румыния. А где-то в той зоне на границе у меня на картах показывало, что это приграничная зона с Румынией. Но если сейчас смотреть в картах, то показывает, что это граница с Венгрией. Но в европейских картах, когда я находился там в Европе, это показывала метка, что это граница с Румынией. Я тоже проверял это много раз, и тоже непонятно, почему в разных картах по-разному написано. Может, это какая-то специальная путаница от пограничников, ну, чтобы... Может, там связь перебивается, я не знаю. Роско, почему пластырь на носу? Вы бактерий боитесь? Это они меня боятся, бактерии. У меня там, вот прикиньте, вот этот ебаный пластырь, ну, по сути, он уже висит с 2011 года. Это сколько лет, блять, он не менялся, этот блядский пластырь? Там, если эту хуйню снять, там, наверное, уже все прогнило, блядь, и бактерии, ну, уже построили город, возможно, куда-то внутрь, вниз. Так что это все должны бояться, другие бактерии должны бояться этих бактерий. Люди путали местоположение и таким образом не пересекали границу, не знаю. Но по сути там вообще 3 границы рядом. А в принципе с другой стороны вообще не важно какая там граница. С Венгрией или там с Румынией. Главное, что я выбрался из этой жопы. После выхода ролика, как я смылся из страны тюрьмы, такого актива я в своей жизни еще не видел никогда. 500 000 просмотров, 29... Да, уже почти там 700 тысяч. Тысяч лайков, 8 тысяч чем-то непрочитанных комментариев. Еще 3500 комментариев, которые скрыты, находятся... Блять. Да, есть такая вкладочка, куда попадают всякие комментарии не очень хорошие. А за что это уебали? Содержит слова из черного списка? Погоди. Реально помогал Господь, дерево ведь повалило именно там, где он бежал. И именно в это время это прям чудо, Влад. Смотри номера авто на видео. О, понял. Так, сказочный пиздун, блядь. Слово в черном списке. Пиздун. Смешно, смешно. Так, тут за додик, наверное.
Жесть. в папке спам, потому что их YouTube скрывает из-за матов, спама и ссылок. И все это за короткий промежуток времени. Мне написали люди из каждого города Украины. Люди отозвались из всех городов страны. И в каждом городе ТЦК творят беспредел. А также из многих городов в России тоже отписались. Еще в комментариях спрашивали, как расшифровывается ТЦК. В общем, ТЦК расшифровывается вот так вот. Территориальный центр комплектования. Вы можете себе только представить, я читаю 2 комментария, как следом уже 20 новых прилетает комментариев. Причем Жесть. комментарии бывают 2 типа. Первый это короткие комментарии, а вторые это длинные. Ну, короткие, допустим, там красава, молодец, там уважаю и так далее. А вторые комментарии бывают пишут прям целые письма. Прям целые большие книги, прям целые статьи свои. Особенно Кстати, о книге. Сори, как Оксимирон сделал, осуждаю, кстати, этого плохого человека. О книге, кстати. Я наконец-то решил заказать себе одну хуйню. Сейчас покажу. Ща. Уже давненько хотел. Мне очень нравится художник, который рисовал здесь эту штуку. Ну, всякие небольшие пикчи для этой книжки. Ща. Укажите ваш возраст. Сейчас. Пиздец. О, вот это вот книженца. Чекайте. Да ёпта. Что ты, блядь, сделала? Давай нормально. Во. Вот эту, короче, книженцу я себе заказал. Как там этот художник? Птичник или как-то так он в телеге записан? Вот это разъеб. Так что заказал себе годноту. Да, птичник. Так что придет, гляну. Он книгу издал? Не, это не Птичник издал, а издал, получается, Папирус, вроде бы, да? Да, Папирус издал, Челикс на Озоне. Во, короче. Вон, Папирус. Он, ну, несколько изданий сделал. Я взял самую пиздатую с автографом. Что за книга? Ну, придет, я узнаю, почитаю. О чем? Ну, про СВО, собственно, что-то там будет. Я себе не заспойлерил еще, в чем там весь прикол. Ну, скорее всего, какая-то история оттуда. Почитаю, узнаю. Так, все, продолжаем. У меня кореш заказал, вроде норм, иллюстрации, блядь, иллюстрации у Птичника, просто пиздец, там вообще ёбнешься. Я не знаю, я хотел с ним договориться, чтобы стикосы в коллабе ёбнуть, но ему точно придется проценты отстегивать, блядь, если он даже согласится, так что он не пойдет на беспроцентовую тему. Я бы был готов ему разово оплатить, там, за 6 стикосов, но вряд ли он пойдет на это, так что жалко и печально. это большие комментарии. Допустим, люди делятся, как они сбежали из Украины. Один такой комментарий я читаю минимум 10 минут. Там реально люди делятся своей душой. И чисто физически нет времени, чтобы это все переварить. Также на моей почте больше 100 непрочитанных комментариев. Поэтому, друзья, чьи комментарии я еще не прочитал, не держите на меня зла. В скором времени я все ваши комментарии Понимаем. Сразу же после первой части видео некоторые зрители меня захейтили. Они сказали, мол, я сбежал из одной тюрьмы в другую такую же тюрьму. Ну, то есть, типа, я поменял шило на мыло. Понятное дело, что это пишут обиженные украинцы. Но я не запрещаю писать такие комментарии. И тем более не удаляю никакие комментарии. Да, конечно, те комментарии, которые люди пишут с матами, их автоматически... Это он крыжовник срывает или что это? Вроде что-то красное просвечивается, но качество какое-то хуевое. удаляет YouTube. Поэтому, ребята, пожалуйста, не пишите комментарии с матами. YouTube автоматом... Крыжовник, шиповник, блядь. А проверять это все вроде оно. времени. А наоборот, Чаек можно заварить. каждый человек имеет право голоса. Высказать, так сказать, свое мнение. Но так ли это на самом деле? Правда ли, что Россия такая же тюрьма, как и Украина? И так как я живу в России большое количество времени, я вам скажу правдивый ответ на ваш вопрос. Но скажу это в конце видео. Так как этот ответ не по теме этого выпуска. Поэтому досмотрите этот ролик до конца. В конце я отвечу на ваш вопрос. Досмотрим. Вот, поступило прям огромное количество комментариев, где люди просили меня рассказать, как именно я убегал от ТЦКшников. И я сел такой, знаете, и подумал. Блин, а почему людям правду не рассказать? А то на Украине... Ну да, было бы славно. Я умалчиваю. Пусть все знают, что происходит в этой стране. И в этом видео я решил рассказать, как все это происходило. А происходило это борзо, нагло и страшно. Хочу ответить еще на вопрос, когда появились ТЦК. А то, мол, некоторые комментаторы
писали, что в 23-м году ТЦКшников еще не было. Ну, как сказать не было? Не было их только в интернете. А так в реальной жизни они появились еще в конце 2022 года. Но только тогда они еще не возили с собой людей, а просто была проверка документов на улице. Но конкретно они уже начали набирать популярность в начале 2023 года. Да, поначалу ТЦК не во всех городах Украины были, это правда, да. Но все же они уже были. Просто их тогда еще не так много было, да и видосов на эту тему практически не было. Ну да ладно. Что ж, в этом видео... Так это же тот чел, который к нам уехал? Ну да. Он же в этом видосе тоже сказал, что он в Россию переехал. Я вам рассказываю, как мне удалось 3 раза сделать ноги ТЦКшников. Поэтому наливайте чаек, кофеек, делайте бутерброды. Всем приятного просмотра, а также всем приятного аппетита. Спасибо. Давайте начинать. Давай. Первый случай, значит, у меня был на рынке. На дворе начало 2023 года. Пошел я на базар за овощами и фруктами. А у нас уже как было заведено в Макс Пейн первый будет. Если в каких-то местах мало или почти совсем нет мужчин, значит, это место уже посещали людоловы. Потому что есть определенные телеграм-каналы, в которых сразу сообщают местоположение и перемещение ТЦКунов. Ну, то есть, где они находятся на данный момент и куда направляются. Я по приезду на рынок заранее почему-то тогда не проверил информацию. И просто туда пошел. Когда зашел в рынок, смотрю, а рынок почти пустой. Ну, одни торгаши, женщины и ни одного мужика. В тот момент я сразу засомневался. Ну, а с другой стороны, а куда деваться? А что делать-то? Надо продукты покупать. Я ж не буду с голоду умирать. Я сразу начал сомневаться. А не людоловы ли? Бля, на Украине... на Украине нет вот этой хуйни, типа, ну, доставка там, что-то типа того, чтобы привезли? Или это только у нас в каких-то городах такая тема? По-моему, даже в самых маленьких сейчас можно заказать доставку из какого-нибудь... из какого-нибудь Магнита или Пятерочки. Это вроде сейчас везде прям присутствует. Офигеть, на рынке не было лет 15. Я тоже, кстати, давненько не был. Надо бы сходить. О, хотя зимой ходить, блядь, такая залупа. А мы его не смотрели разве? Мы смотрели его первое видео, где он рассказывал именно про побег. Вот, а сейчас он про ТЦК. Скорее всего, доставки есть, но у каждого заведения свои доставщики. Ну да. На окраине только доставка военкомата. Ну, это присутствует такое. Самокат, по-моему, везде сейчас. Да? Я думал, это наша какая-то приколюха. Доставка ТЦК надо мне, такой не надо. Тут где-то рядом. Иду я по ряду фруктов, и тут меня подзывает одна бабушка. Слегонца так, знаете, ладошку к рту прижала и говорит: парень, парень. Я повернулся на нее, а она машет мне рукой, мол, подойди ко мне. Я подошел к ней и спрашиваю, мол, что такое? Она говорит: быстро, газуй отсюда. Газуй. По рынку ходят. Возле меня только что 5 человек прошло. И говорит, что только что 4 мужчин повязали. На что я ей говорю: конечно, огромное вам спасибо, но мне нужно скупляться, потому что никто другой мне продукты в дом не принесет. В общем, я от нее отошел, достал с кармана список, на котором указано, что мне нужно конкретно купить. И попутно смотрю по сторонам. ТЦКшников нигде не видно. И я пошел дальше. Иду, вроде все нормально, но в душе, блин, капец, вы знаете, тревога, бьет какой-то легкий мандраж. И уже реально начинаются нервы. И иду с такой мыслью, знаете, что, допустим, где-то уже, если вдруг нарисуются эти лентяюги, я сразу бросаю все и убегаю. Подхожу к женщине, она овощами торгует. И тут она мне сразу говорит: да не бойся, они полчаса назад как уже уехали из рынка. И тут я такой, вздохнул себе, я говорю, фу, блин, как будто уже похуй, если полчаса назад они были, что им снова приезжать? Если только не какие-нибудь другие ТЦКшники тоже будут приезжать проверять. Если там, ну, я не знаю, по сути, они же должны делиться как-то на районы, вот эти вот ребята, которые на машинах катаются и кого-то пакуют. Типа, вот вы ездите тут-то, тут-то на протяжении такого-то, такого-то времени, и все. Как будто самое логичное. А так какие-нибудь госуслуги для стран первого мира вообще непостижимая технология. Ну, госуслуги я знаю, что это разъеб, это у нас такая хуйня только. Ну, не только, я думаю, у кого-нибудь еще есть. Но у нас-то явно появилось пораньше. И вот настолько прям разъебисто сделано, что можно делать практически все, что угодно через эти госуслуги. Просто ТЦК подрабатывает еще в доставках, чтобы скрутить того, кто в доме сидит. Блять. Патрулирование по особым маршрутам, людным местам, скоплением людей, как ВП. Ну, кстати, оно. Крутил себя какую-то фигню в голове, что капец. Ну, я начал потихоньку скупляться. Взял картошки, морковки, капусты, лука. Ну, короче, все, что на борщ. Там сало еще. И в конце, когда уже купил овощи, думаю, да что-то фруктов. И, короче, бананов захотелось. Ну, думаю, ну, возьму еще там бананов. Пошел дальше по ряду, и там уже в самом конце, на выходе, возле дороги почти, женщина фруктами торговала. Я подошел к ней, покупаю у нее бананы, достаю деньги, чтобы расплатиться. И что вы думаете? Да? Вы правильно догадались. Как говорится, вдруг откуда ни возьмись, появился в рот
Понял. Быстро, резко подъезжает бусик. Он даже остановиться еще не успел, как на ходу уже два клоуна прям выпрыгнули из этого бусика, как нейромережа. вертолета Ми-8. Значит, скочили они и несутся быстро в мое направление. В итоге ко мне подбежали 3 ТЦКшника. Я такой, знаете, такой со стороны на это все смотрю и думаю, они реально все трое на меня. Я теперь, знаете, даже как-то поначалу не поверил. Ну, типа, Так. капец. Со стороны, наверное, выглядело, что я типа суперпреступник какой-то, который до этого нарушал закон и на заводе отработал 8 лет сварщиком. Мне аж смешно чуть-чуть стало. В общем, подбежали они ко мне, я никуда не убегаю, стою с пакетом. Я такой на них смотрю, а они, знаете, такие какие-то сердитые, злые, прям такие вообще серьезные, видно, вы какие-то такие плохие люди. И один из них такой Так, высокого еще. роста, с мамоном впереди, ну, с животом. При себе я ему дал кличку Колобок. Ну, знаете, такой маленький, кругленький, какой-то такой пафосный, весь такой на понтах. На нем вонючая какая-то одежда, дырявые протертые штаны, небритое лицо, ну, бомж просто. И Блядь. говорит мне, ваши документы. Я ему говорю, ну, с собой нет, документы дома. Он говорит, а телефон с собой? Я говорю, зачем? Он говорит, чем мы тебя по имейлу пробьем? Я говорю, телефон тоже Нихуя. дома. И у него такая Даже папочка так? черная, знаете, в руках. В общем, он ее поднимает, и оттуда он достает листок и ручку и говорит мне, тогда я сейчас запишу вашу фамилию, сейчас мы пробьем, кто вы и что вы. Я говорю, зачем вам моя фамилия? Он говорит, а вдруг ты в розыске? Я ему говорю, во-первых, не ты, а вы, мы с вами так-то еще не знакомы. А в этот момент вокруг нас уже начинает собираться понемногу такая толпа. Ну, в общем, собираются такие женщины-продавцы. И тут он такой, ваша фамилия. Ну, такой же, знаете, со злостью. Я говорю, моя? Он говорит, да, ваша. Я говорю, хорошо. Я такой стою. Бля, ну я бы, наверное, уже обосрался, если бы я был жителем Украины, и ТЦКшники ко мне подошли. Я хуй знает. Тут как будто надо сразу съебывать. Но если это один из первых его случаев, может, тогда еще было не так популярно, что ТЦКшники всех забирали. Еще не было настолько стрёмно. Так. Не, Россия в плане сервисов и услуг реально самая лучшая. Удобная хуйня, спасибо, что можно записаться к врачу из дома. Бля, вот это да, вот это прям разъеб. Это очень круто. Доставка быстрая, сервис удобный. А в Украине не получится притвориться иностранцем, если с ТЦК начать на английском говорить. Да, я думаю, даже если ты будешь на английском говорить, они все равно тебя могут запаковать и уже в отделе поинтересоваться. Там пробить, узнать что-нибудь. Так что все это хуйня. Думаю, это, ну, не сработает. Ну и будем честны, что нужно еще лицом выйти, чтобы косить под кого-то, блядь, да? Ну, типа, я не знаю. Думаю, если ты, ну, какой-нибудь чернокожий парень, то к тебе явно, ну, просто даже не подойдут, блядь, и не будут спрашивать. Никто тебя не запакует. Так. Вообще это охуенно, когда сбегают из Украины. Меньше народа на фронте. Славно, славно. Говорю, моя фамилия слишком известна, чтобы я ее называл. И тут тишина. Пауза. Секунд 15. Знаете, как будто кто-то умер. И сзади меня 2 женщины как заржут без остановки. Блядь. Походу, даже один ТЦКшник даже засмеялся. Но потом быстро притих. Ну, как, типа, он же на ихней стороне, не на моей. Ага. И тут он такой говорит, решили в смехуёрчики поиграть, да? Знаешь, куда мы тебя сейчас отвезем? Учительные пытки тебя будут мучить в территориальном комплексе. Потом ВЛК, потом учебка, потом передок. Будешь траншеи копать и танки толкать. Что-то типа, короче, ребята, такого ляпнуло, я точно не припомню. На что я стою ему говорю, да пожалуйста, я пуган уже 300 раз. И тут он такой, ну все, тогда ты едешь с нами. Я ему стою и говорю, да нет. Он говорит, да. Я говорю, я еще бананы не купил. И еще такой момент, что он Блядь. вначале пытался разговаривать. Как он много юморит. Как будто в этот момент его уже должны были заломать нахуй и просто засунуть в бусик. Знаете, так на укрмойве, а потом уже когда, как говорится, дело дошло к делу, он резко перешел на русский Здорово, язык. Арик. И тут его, короче, что-то переклинивает, начинает там орать на меня матами. Вообще он что-то конкретно психанул, что там бровил, ухылянт. Такие, как ты, не хотят, короче, защищать там что-то родину. Типа, ты молодой сопляк, тут клоуна корчишь. Скажи спасибо, что еще в настроении. И такой на своих 2 ТЦКшников говорит им, дает команду, типа, взять его, ребята. Тут эти 2 ко мне подлетают и что-то пытаются мне заломать руки. Пытаются сделать, как я понял, боевой прием-то какой-то. Допустили потерю дорогостоящего обмундирования. Доложите об этом в арсенале. Получите новый комплект, а потом вернетесь и доложите мне рядовой свободный. Классика. Как что-то важное, то русская мова всплывает. Вот так И вот. стоят, короче, что-то мне загинают, не знаю, мусолят. Я вижу, короче, ничего не получается у них. Я смотрю, ну просто уровень нулевой. Как будто те 2 ТЦКшников, первый день ТЦК. И я почему-то сразу, знаете, принял решение не сопротивляться. Ну, то есть без драки. Думаю, сейчас они меня скрутят, мы отойдем в сторону, и я им там предложу деньги, ну, чтобы откупиться. Потому что... Бля, по-моему, слишком дохуя надо будет предлагать. Там у них расценки ёбнутые.
потом, если драка, вдруг там поломает мне руку или ногу, или там, допустим, спину, то, знаете, как говорится, здоровье важнее. И потом уже это здоровье за денег не купишь. А тогда еще, в 2023 году, ну, знаете, можно еще было как-то откупиться. Прям Ну да, 23-й год, это еще, считай, практически начало. Там и цены, наверное, были поменьше. Не 5К долларов, а поменьше явно. Это сейчас там цены, ну, пиздец какие. Типа сейчас им, ну, не важно заработать там лишние, ну, не знаю сколько украинских денег, ну, там, ну, представим, что даже лишние 1100. Типа важнее будет отправить на фронт. Поэтому ценники явно будут побольше. на месте. Тогда еще как-то ТЦК брали деньги на месте. Брали валюту и отпускали людей. Это сейчас, понятное дело, что на месте они не отпустят, блин. В общем, пытается мне как-то скрутить эти два людолова, что-то мне там плечок выкручивали. И тут за меня впрягается народ. Женщины-продавцы. Бабки. А некоторые из них, знаете, ну такие довольно тяжелые бодибилдерши. Такие, ну прям крупные дамы, килограмм по 100, наверное. Видно сразу, знаете, такие настоящие сельские мощные женщины. Ну прям реально тяжеловесы, такие большие. Блин, тут женщина начинает. Ты заебал, они тебе помогли, а ты тут рассказываешь, какие они жирные, блядь. Ну дружище, ты чё? Так. Нашли кого отправлять на фронт. Почему вы сами не идете воевать? Почему вы обычных простых парней гребете? Вы что думаете, что вам дали оружие, типа вы бог и царь? И тут этот колобок с мамоном на женщину. Сейчас и ты поедешь на фронт. Нихуя. Сестрой, там, Бабку ребят туда, лечить. блядь. И по ночам их ублажать. Я там воевал, я там был, я получил ранение вот на ноге внизу. И тут эта женщина. Ой, что ты там получил? Что ты врешь? По тебе ж по лицу видно, что ты врун. Где ты там был? Он какая харя, как у коровы, не меньше. Небось всю жизнь в Пиздец. ментовке в кабинете за столом просидел, да? Видно же по тебе, какой ты вояка, холеный, свежий. Да на тебе пахать и пахать. Короче, слово за слово, начинаются жесткие споры, крики и скандалы. И тут в какой-то момент этот колобок эту женщину посылает на 3 буквы матом. Я не увидел, я в тот момент как-то сонный стоял, мне скрутили. И я, знаете, слышу такой звук, гуп. И я, короче, поворачиваюсь. там бабка а этот уебала. колобок уже лежит на клумбе, отдыхает, чай пьет. Че, реально, бабка уебала чем-то? Потом уже выяснилось, что одна тяжеловес женщина вырубила этого колобка, но за то, что Бля, ну звучит как комедия какая-то уже. Верится с трудом. он мне послал на 3 буквы. Ну там, ребята, эти все женщины просто все как на подбор. Крупные, очень крупные. Они, мне кажется, наверное, вообще, если при желании, наверное, взяли бы этот бусик, все вместе собрались и просто Пиздец. перевернули. В итоге эти двое, которые меня крутили, Так. смотрят на этого своего жирного, который лежит на клумбе в грязи, и обосрались немного. И тут вторая женщина им говорит: отпустите парня. Те такие машут головой. О, блядь. Вот такие вот бабки в Украине. Ладно. Бабка в соло, блядь. Пытаться сраться с бабками — ошибка. Президент — главный сценарист этой комедии. Это правда. Это точно правда. Типа, не, нифига. Одна женщина говорит: вы то? Да? Стартуем. Тоже хотите, типа, как он ваш друг лежит, и тут один ТЦКшник. Да пошла ты на, корова жирная. Ну, и тут О. одна продавщица хватает этого ТЦКшника за ремень, и его силы, получается, оттягивает в сторону. Тот, наверное, метра 3, короче, как улетел, падает, потом резко, короче, встает и убегает куда-то за дома. А третий, который остался, Так. который меня держит за руку, смотрит на это все. Я чувствую, что он потихонечку отпускает мою руку, и тоже, короче, как дал дёру куда-то. Ну, короче, они вдвоем убежали. Просто Блядь. у него выбора не оставалось. Либо убежать, либо... Ну, звучит как какая-то, блядь, влажная история. Ну, блядь, верится очень и очень с трудом. Какая-то странная хуетень. Не, ну, в 23-м году, может, у ТЦКшников с собой не было какого-то табельного оружия, поэтому бабки себе могли многое позволить. Но в нынешних реалиях такое, ну, как будто невозможно. Не, я видел видосы, где, ну, реально женщины вступаются за людей, за мужчин, которых ТЦКшники пакуют на улице. Там машины пытаются останавливать, выдергивают как-то из машины. Но прям, ну, настолько, чтобы их прям пиздили, блядь, там ТЦКшников бабки. Ну, в это очень-очень-очень слабо верится. Получить по шапке. А женщин, знаете, собралось, наверное, ну, человек уже 9. Они, конечно, хоть и медленные, да, там из-за своего веса, но сил у них, поверьте, Опять про очень вес. много. Там чисто веса надо опасаться. Но дальше еще интереснее. Проходит какое-то Так. время. И зеленый Почему ты до сих пор, блядь, там стоишь? Вот у меня вопрос, почему ты не уходишь? Ладно, бабки там похуярились и все. А, он же бананы еще не купил, точно. Ладно. бусик, на котором они все вместе подъехали, берет, заводится и уезжает. То есть их всех покидает. В итоге остается этот один жир
треск колобок. В какой-то момент он пришел в себя, потихоньку начинает вставать, весь, знаете, такой слепленный из грязи, понимая, что ему могут... Его же скрутили и держат. Так не, его больше не скрутили и не держат. Там же один ТЦКшник лег, самый главный, второго бабка, блядь, дернула за ремень, нахуй, третий там обосрался и съебался. И второй раз хлопнуть по шапке, понимая, что он виноват, с нагнутой головой молча встает, встряхивает с себя вот этот весь мусор, грязь с одежды. И потом такой говорит: а где все? Женщины говорят: все, бросили тебя, теперь ты наш, оставили тебя нам на растерзание. Все, Он бабки там, его начал что-то кому-то растянут. звонить. И в этот момент его женщина начинает очень сильно жестко материть. Типа: тебе не стыдно таким заниматься, у тебя ж сын такого возраста, кого ты пакуешь, у тебя совесть есть вообще? Ну, короче, начали морали читать. А потом одна женщина этого колобка даже узнала. Говорит: Так это же бывший мент, наш взяточник, коррупционер с другого района. Взяточник. начинает ему типа втирать: да тебе что, когда не взяточник? мало? Ты продажная шваль, ты там был крысой, а теперь и ты что ли крысой стал? Короче, этот колобок потихоньку от нас отошел, остановил там какого-то таксиста и уехал. Его там фоткали эти женщины, снимали на видео, не знаю, выкладывали этого бригана или нет, но сказали, что типа мы тебя позорим на весь город этим видео, с этого момента тебя будут знать все наши. Ну, мол, пусть Родина знает своих героев. Потом я разговорился с этими женщинами, и они говорят, что с самого утра с рынка уже 2 партии везли по 10 мужиков набитых бусиком. И это уже, видать, приехали 3-й раз уже за 3-й партией. Так что, ребята, вот так. Продавцы и женщины меня отбили. Выражаю благодарность, если кто из вас меня сейчас смотрит, и желаю вам крепкого здоровья. Я даже потом некоторым женщинам тогда по банану раздал. Ну, так сказать, раздал благодарю. бананчики. Это был первый случай. Теперь переходим Так, ко давай второму другой. случаю. Второй случай был в автобусе. Значит, в один прекрасный день у меня поломалась машина. И как я уже в первой части говорил, что никогда не ездил на автобусах, только передвигался на авто, потому что часто ТЦК останавливали автобусы и за шиворот вытягивали мужиков. Да, это я видел. Все. До СТО уже не доеду. Друга попросил на шнурке оттянуть мою машину, но он тоже отказался. Он также боялся ТЦКшников. Говорит, мол, будем медленно ехать, примут и тебя, и меня за компанию. Ну, в принципе, он прав. Такое уже было, да. В итоге не заводится. И никаких вообще признаков. По электрике я проверил, все работает. Ну, то есть там релюшки, предохранители, цепь вся работает. Я мультиметром прозвонил. То есть там стартер крутит, искра есть и так далее. Но не заводится и все. Вызвать на дом автомеханика они тоже не приезжают. Так как бывало, что ТЦК устраивали ловушки. Вызывали к себе разных мастеров и потом их спокойно возили в ТЦК. В итоге я начал вникать. Пиздец, ладно. В таком случае действительно какая-либо доставка еды может быть тоже опасно, блядь. Доставщики прекратили доставлять еду, потому что ТЦКшники их к себе вызывают, блядь. Какие цифры? Тут нет цифр, только 3 буквы: ТЦК и кнопка вызов. Все. Уже дело, почему не заводится? Начал смотреть ролики на ютубе обучающие, смотрел обзоры по неисправностям авто и нашел причину, да. Все дело оказалось в том, что не работает элементарно бензонасос. Ну, тупо не качает бензин. Не сосет. Я снял свой бензонасос по ролику в ютубе, а он, оказался сломан, да. Ну, капец, я думаю, вовремя ты поломался, конечно, блин, ну да ладно. Блин. В общем, беру с собой свой бензонасос в качестве образца и еду в автомагазин за новым. Сажусь на автобус и буквально на следующей остановке подъезжаем и вижу издалека, что там на остановке стоят ребята в балаклаве. И рядом всем известная машина Renault Duster, на которой написано «Патрульная полиция». Я такой, ну капец, блин, съездил за насосом. Автобус останавливается, водитель открывает 2 двери, переднюю, заднюю, и вместо пассажиров заходит ТЦКшник на переднюю дверь. И такой, что тут у вас в автобусе, ухылянты е? Водитель говорит, да, есть. ТЦКшник такой сразу, опа, а кто Что, такой? блядь? Он? Водила говорит, я 62 года подхожу вам. ТЦК Бля, я думал, водила типа будет сдавать других, а он типа себя такой: я ухилянт. такой, да не, ты сильно старый. Водитель говорит, давай, короче, заканчивай этот спектакль, мне по маршруту. Хорош нужно ехать, троллить. Так опаздывай, начальство будет ругаться. И ТЦК такой, бать, не лезь не в свое дело, у нас план, понимаешь. Тем более нам вчера автоматы выдали, они, между прочим, заряжены, так что лучше не мешай. Водитель такой посмотрел на этого дауна, махнул рукой и понял, что с быдлом разговаривать бесполезно.
серьезно. И тут этот ТЦКунчик говорит: кто еще не защищал родину? Кто уклонист? Есть такие? И на меня такой смотрит и улыбается. А я, знаете, на него смотрю, а он какой-то весь дерганный. Ну, то есть какой-то дергает. На солях? Что-то дрожит. Видно, что под чем-то, знаете. Ну, наверняка вы, наверное, таких людей встречали, да, как бы его... Или на эмоциях В просто. автобусе полный автобус людей. Но мужику максимум, может, человек 7. Подошел он к одному мужику и начинает проверять документы. Потом подходит до второго, и тут второй начинает на него наезжать. Слышишь, я бывший ВСУшник, я воевал. Я только 2 недели назад как пришел с фронта. Чего вы нас позорите, ТЦКшники, а? Из-за вас, клоуна, ТЦКшников, и нас теперь простых ВСУшников перестали уважать. Потому что гражданский думает, что вы — это мы. И мы знаем, что ни один ТЦКшник не служил. Чего ты тут стоишь, машешь автоматом? Пшел нах отсюда. ТЦК такой, знаете, смотрит, опа, не понял. Наверное, первый раз меня в жизни, может быть, попустили. И видно, что реально он пересрал. И он начинает потихоньку от этого ВСУшника отходить в сторону. ВСУ военный там начал на него там уже чуть ли не с кулаками замахиваться. И этот, короче, ТЦКшник потихоньку сливается. Но ТЦКун не выходит из автобуса, а он идет дальше по автобусу. Понятно. Я стою в конце автобуса. Лайфхаки. Передо мной стоит парень. Этот ТЦКшник подходит к этому парню и начинает его прессовать. Ну, то есть проверять документы. А парня там что-то не документов, там, ну, короче, ничего нету. И что-то там ТЦКшник с ним долго. И тут опять вмешивается водитель. И говорит такой: ребята, блин, да давайте быстрее же проверяйте документы. Я уже на другом конце города должен быть. Меня из-за вас уволят. Вам-то ничего не будет. А на нас постоянно наезжает из-за вас. И тут ТЦКшник такой: шеф, может ты хочешь вместо автобуса на передке на Урале 300-х вывозить, а? И пока ТЦК, короче, спорил с этим водителем, с парнем, я такой думаю, блин, надо действовать. Потому что Надо бы по съебам дать, да. Я, короче, что делаю? Беру резко, короче, подбегаю к задней двери, выхожу, и то, что вы думаете, нарисовался второй ТЦКшник с автоматом и перегородил мне дорогу. Я такой думаю, блин, ну откуда ж ты взялся, чудище огородное? А я на него смотрю, а он вообще молодой, как будто как школьник. Мне кажется, лет 16-17, у него максимум уже, ну так, ну совсем мелкий. И по росту тоже мелкий, видно, что на лицо, ну какой-то, не знаю, молодой. Но собака с автоматом. И глаза у него тоже, кстати, стеклянные, как и у того первого ТЦК гада. У меня первая мысль, которая проскочила, знаете, какая была? Это сразу ему хлопнуть в голову с кулака. Я вам отвечаю, я бы ее выключил 100%. Может, они просто пьяные были? Ну, я не думаю, что они там все, ну, повально, блядь, на наркоте сидят. Скорее всего, просто пьяные, блядь. Типа, хули. Здравствуйте, мистер Бул. Челы пальцы себе рубили, а их брали. Да, да. Типа, не поможет, блядь, обмазаться бинтами, там, какой-то хуйней, кровью, типа. Это все говно. Ну он гадюка с автоматом. А вдруг этот автомат еще и заряжен? Ну, конечно, он бы навряд ли бы стрельнул, но все равно. Потому что фиг его знает, что в голове вот этих нариков. Тем более рядом с автобусом их Дастер стоял. И возле Дастера еще третий ТЦКшник стоял. И такой думаю, блин, не, наверное, сможешь не буду. расшифровать кое-что? Нет, я не буду. Чесалась, я вам говорю, как будто перед деньгами. Ну, значит, перегородил мне дорогу и говорит: сейчас поедешь в ТЦК, потом в ЛК, знаете, на каком-то таком расслабоне, типа, как так и надо, как будто так каждый день они людей увозят. А потом защищать родину. Мы таких, как ты, по 50 человек за день отвозим. Не ты первый, не ты последний. И в этот момент тут кто-то меня сзади, короче, отталкивает. Я чуть ли на асфальт не упал. Смотрю, короче, какой-то мужик такой, знаете, здоровый, накачанный, лет, наверное, может 50, несется к ТЦКшнику. И, короче, знаете, берет и 2 руками этого ТЦКшника хватает за шиворот, отводит его немножко дальше, короче, прижимает его руками к автобусу и начинает: да ты чё, щенок, совсем попутал? Ты думаешь, патроны дали? Так все теперь, власть, да? Ты еще и училище, наверное, не закончил, а ты уже творишь такой беспредел ТЦК. Скажи, оно тебе надо, такая жизнь? Ты подумай о своем будущем. Тебя ж выловят когда-то в переулке и убьют. Ты хоть понимаешь, что когда-нибудь так и будет. После, когда это все закончится? Все такие, как вы, вот эти ТЦКшники, будете висеть на столбах. Из-за таких, как ты. Ну, только если они не съебутся в другие страны. А скорее всего так и будет. Так что никто не будет висеть на столбах. Они все съебут из Украины, как только все закончится. Они там столько денег налутают. Так что все. А волк сидит на наркоте? Нет, не сидит. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. База, здравствуйте. Что-то слишком жирно, кажется, что 20% правда, 80% пиздежа. Вот мне тоже что-то кажется, что прям очень какие-то прохладная история. В них очень тяжело поверить без каких-либо доказательств. А доказательств быть не может. Типа, тут это не прокатит. Интересно, сколько по статистике ТЦКшников погибают при невыясненных обстоятельствах? Ну, я думаю, маленький процент. Типа, явно... Не, стоп. Ну, по ТЦК... Мы же по ТЦК, блядь, ракетами даже хуярили в какой-то момент. Так что...
какой-то процент гибели у них явно присутствует. Не только от ракет, а еще от каких-либо диверсий. Я более чем уверен, что ТЦКшникам поджигают их вот эти помещения, где они дислоцируются так или иначе. По-любому кто-нибудь кидал молотов. Ну и, в принципе, при задержании, наверное, тоже кто-нибудь какое-то сопротивление, да, оказывал. Возможно, слишком пиздёвое сопротивление с плохим для ТЦК исходом. А на чем сидит тогда волк? На бутылке? Я ни на чем не сижу. Я сижу на стуле. Мне кажется, история может и реальная, но чересчур гиперболизированная. Но это тоже вполне возможно. Ну, я не знаю, мы можем верить и не верить одновременно. Просто, доказательства чего-либо этого не будет. Простые парни боятся даже на работу ездить, ходить. Мой сын тоже боится выйти. Из-за тебя, такого щенка, блин. И я, знаете, так смотрю на мужика, он такой накачанный. Мне показалось, как он реально какой-то, знаете, такой, профессиональный качок. И что? Смотрю, этот ТЦК реально обосрался. Испугался, прям у него аж ноги начали дрожать. Ну и, в общем, пока мужик прижимал этого ТЦК к автобусу. Второй ТЦКшник где-то в середине автобуса стоит. Третий возле Рено стоит. Ну, возле Дастера, знаете, такой водитель, короче, такой более толстячок. Ну, видно, что если я побегу, он за мной по-любому не погонит. Потому что его пузо просто не даст. А если побегит, то сразу обрыгается. И в какой-то момент я резко выпрыгиваю с автобуса, оббегаю сзади автобуса, перебегаю дорогу, потом через встречную полосу. Помню, меня еще какая-то иномарка чуть ли не сбила, потому что я на адреналине был. Не скажу честно, пофиг было абсолютно на все. На машины, на дорогу. Бежал, куда глаза смотрели. У меня в голове в тот момент было только одно. Лишь бы отбежать подальше от этих ТЦКшников. Перебегаю, значит, дорогу, а там напротив пивной магазин. О, пивнушка. Забегаловка такая, знаете, для там алкашей. И вокруг магазина справа такой куда-то далеко-далеко пошел забор, и слева далеко-далеко забор. У меня только вариант забежать в этот магазин. В итоге я забежал в эту забегаловку, спрятался за прилавок у женщины. Женщина, кстати, не растерялась. Было видео из Херсона, где дроном ебанули ТЦКшников, гнавшихся за мужиком. Да, я его тоже видел. Это по-моему, там несколько было ТЦКшников. Она сразу на меня накинула какое-то покрывало и говорит: сиди, не бойся. Если сейчас они пойдут в сторону магазина, я просто закрою дверь изнутри и все. Дверь они выбивать не станут, потому что тут кругом камеры на улице и внутри. Но, к счастью, в магазин они этот не пошли. Мы потом еще с окна понаблюдали сдалека за этими клоунами. В итоге они долго не задерживались. Никого, кстати, из автобуса они тогда не вывели, сели и быстро уехали. Потом разговаривали с женщиной, и она и говорит: я почти каждый день вижу с окна, как эти людоловы похищают людей, потому что тут завод рядом, и все мужчины встают и садятся на этой остановке. Ну и начала жаловаться, что клиентов нету, мужиков нету, алкаши тоже не приходят, все, потому что все алкаши все. И это уже происходит 3-й месяц. То есть, говорит, как бы я сама держу этот магазин, сама же и торгую, и вроде как бы в минуса не ухожу, но и прибыли тоже нет, потому что людей нету. Потом говорила, что неделю назад с моего заведения вытянули 4 мужика и также везли в неизвестном направлении. Потом эта женщина мне кофе угостила, но из-за стресса, я помню, у меня в тот момент вообще полностью пропал аппетит. Мне вообще ничего не лезло. Ну, просто, как говорится, кусок горла не лезет. В итоге, после окольными путями я сходил в этот магазин, купил этот сраный бензонасос и домой уже как-то также дошел окольными путями через дворы, улицы, переулки, на автобусе не поехал. Шел не быстро, наверное, где-то минут, может, 40, но зато, как говорится, не на автобусе ехал. Ну и переходим к третьему случаю, уже совсем другом городе, а именно на Западной Украине, городе Ужгород. Как раз за 5 дней до побега. Я тогда, честно, офигел. Приехал в Ужгород и на следующий день снова натыкаюсь на ТЦК. Дело было возле магазина АТБ. Время вечернее, примерно где-то, наверное, 9:30 так вечера. Захожу я в АТБ, и навстречу мне выходят 3 ТЦКшника. Встречаюсь я с ними лицо к лицу, и 2 молодых тела меня сразу берут под руки. Не проверив ни документы, ни поздоровавшись, ничего такого. Просто так сразу же, да? Берут тебя под руки. И один из них говорит: ну что, станцуем? Я такой стою и думаю: стыд с пизды с моя радость. Что за цирк какой-то происходит? Вы просто представьте себе эту картину. Подходят к вам 2 тела, берут вас под руки и говорят вам: что, станцуем? Ты вообще кто мне? Жена моя или девушка, чтобы я с тобой станцевал? Чума в зеленой форме. Напишите в комментариях, это вообще нормально или нет? Я смотрю на них, а эти 2 молодых со стеклянными глазами и ржут так... Опять, блядь, стеклянные. Они все там пьяные, что ли? Я не понимаю. Это уже какая? Это уже, 3-я история, опять стеклянные глаза, блядь. Блядь, там нету трезвых, что ли? Не знаю, как-то уже больно много мелких подробностей в его истории. Буквально все люди пытаются с ним заговорить. Не верю. Согласен.
не остановить. Я сперва подумал, наверное, они, пьяные. Но потом принюхался, а перегара-то у них и нет совсем. Странно, я подумал на тот момент. А третий мужик немного... Получается, не пьяные. Понятно. Здорово, когда сходка столиком? Когда выиграет в аукционе или в чем-либо еще? Либо когда заказ будет. Здорово, Толик. Стаж. Такой невысокого роста, на лицо как пропитенький алкаш, лицо такое, знаете, все в морщинах, корявое, помято, покореженное и с жутким перегаром алкоголя. При себе я вот его оно. называл алкаш. В итоге мы вышли из АТБ и стоим рядом с магазином. Один пацан мерит какой-то бред второму пацану. Тот стоит, ухахатывается от смеха, как будто там смешно, прям капец. Этот просто даже вообще ничего такого смешного не говорит, а того просто распирает от смеха. А алкаш стоит, шатается в стороне и пытается подкурить, но зажигалка не зажигается. И в какой-то момент я понимаю, что эти два кадра, которые молодые, они, наверное, самые что ни на есть нарколые. Они уварены просто вдребезги. И один стоит и говорит, ну что, куда его повезем? Ну, на меня, конечно. Сразу в ТЦК или немного поиздеваемся? Второй говорит, не, давай его повезем ко мне домой. Мне яму надо выкопать под канализацию 2 на 2. Пусть выкопает, а потом уже отвезем в ТЦК. Третий алкаш вообще стоит и говорит, да давайте его в лес завезем и завалим, как в 90-х. И такие все как начали ржать втроем. Я такой стою, думаю, да, блин, куда я попал? Да ебать его в рот. Животные, Я знаю, не что люди. тебе сейчас Один молодой покажу. Я держит тебе меня сейчас- такую А? Я тебе Что ты? Ой, бля. сильно за руку, но чтобы я никуда не убежал. В общем, простояли мы минут, наверное, 25 возле АТБ. Они то курили, то анекдоты друг другу рассказывали, то рассказывали, кто из них сифилис в каком году подцепил. Ну, короче, какой-то такой бред. Потом Ну, я как с ними обычно, немного ясно. разговорился, так сказать, хитро начал уходить в доверие, пока они под кайфом. Я им навтирал, типа, у меня больные ноги с детства, что варикоз 3-й степени, что я чисто физически, даже если я захочу, то просто не смогу убежать, потому что очень больно. Ну и опять же намекаю на то, что, типа, я от них не смогу убежать. И вы знаете, у меня, в принципе, в какой-то степени чуть-чуть, но получилось. Сыграло какое-то такое, знаете, актерское знание. Помню, они мне еще тогда сказали, ты у нас сегодня первый хилян за весь день, который не буйный. Я спросил и говорю, типа, а что, бывают буйные? Они такие стоят и говорят, мол, да еще и какие. Один нарк из них говорит, буквально вчера попался один гражданский, кирпичом мне в голову кинул и убежал. Я такой Нихуя. стою, типа, сочувствую, говорю, типа, вот он, придурок, негодяй, зачем он такое сделал и так далее. А мыслями в душе приговариваю при себе, лучше бы он тебя прибил, блин, навсегда. В общем, слово за слово, я прикинулся каким-то, знаете, таким спокойным, медленным, ну, типа, больной. И говорю, да не переживайте, я все равно от вас, типа, ну, не Дрочил сделаю ноги. сегодня. Потом один Нет. А чё? ЦК говорит, да, у меня у тестя тоже варикоз серьезной степени, он не то чтобы убежать, он даже постоянно лежит, он даже, ну, плохо ходит. Ну, опять же, слово за слово, а время вечера, ну, вот, около 10 часов. А я за ними, так знаете, наблюдаю невооруженным взглядом, так сказать, и видно по ним, что они очень уставшие. Ну, то есть, судя по всему, они, наверное, вымотали за весь день. Подзаебались, да? Уваленные под кайфом, ну, короче, на расслабоне. И потом они меня уже не держали за руку. Отпустил и говорит, если ты надумаешь от нас бежать, у меня, вот, видишь, пистолет, а у него реально там был пистолет в кожуре, говорит, я буду стрелять, не обижайся. Еще стоят и говорят, мы Без видим, обид. конечно, да, что ты парень нормальный, адекватный, хороший, но ты сегодня будешь все равно доставлен ТЦК. Я такой стою, говорю, хорошо, говорю, ну, я от вас не скроюсь, у меня как бы нет выбора. А сам уже в голове начал, короче, прорабатывать планы, как свалить от них. Но возможности пока не было. И знаете, этот, который такой вот низкого роста, который с перегаром, ну, я сразу оценил ситуацию, понял, что вот именно от него я смогу Ничего дать личного, это дёру. Украина. Потому как у него даже Бля. ноги короткие, а у меня ноги длинные, плюс он еще и пьяный, ну, то есть по-любому от него я уйду. А вот этих двух, ну, пока было непонятно, 50 на 50. В общем, мы шли к бусику, какое-то время они останавливались, там что-то кому-то звонили, или просто стояли, разговаривали, курили. И потом они уже сказали, что, типа, они сегодня очень устали работать, такой был какой-то завал день, много плохих людей было. Постояв еще немного, и мы идем уже к машине. В итоге эти два нарка садятся наперед, один за руль, второй на пассажирское справа, а я с алкашом сажусь внутри бусика. Алкаш что-то там молодые начинает втирать, только давайте быстрее в этот раз, меня дома уже жена ждет, что-то там какие-то там дома проблемы, то ли отопление вырубилось там, и, короче, в квартире холодно, там уже ребенок замерз. Короче, ему нужно было бегом домой там алкашу. В итоге этот пьяный алкаш закрывает боковую дверь, включает игру на телефоне, и мы Игру на просто телефоне. Сидим, Во что он там играет, интересно? 3 в ряд? минут 10 и никуда не едем. Странно. Блять. Subway Surf. Только он играет за полицейского, который бегает за этим, за ухилянтом, блять. Бля, по-любому ж кто-то уже создал такую игру. Где либо, блядь, по-любому инфа сотка, Genshin Impact, не, там реально должен быть этот Subway Surf 3, блядь, TCK Edition.
Думал на тот момент. Я сижу спиной к наркам, а алкаш сидит передо мной в телефоне. Я такой сижу и думаю себе, не пойму, что мы не едем. И слышу впереди какая-то суета. Эти двое там что-то шелестят, там что-то ворочаются, шепотом разговаривают. И какой-то момент они замолчали. Я алкаша спрашиваю, а что мы не едем? Алкаш поднял голову, на меня так посмотрел недовольным взглядом и дальше уткнулся в телефон. И я, не теряя времени, начинаю оценивать ситуацию, чтобы спетлять из микроавтобуса. Смотрю везде на потолок, на двери, налево, направо, вверх, низ, пол грязный, какие-то бумажки, там на полу лежали зубочистки, фольга. А потом смотрю, под левым сиденьем шприц валяется. А потом повернул голову, потом смотрю, и в другой стороне шприц лежит. А там уже поворачивают еще раз голову, а там ТЦКшники прививки ставят, блядь. Ой-ой-ой, ситуация в Украине. Мне резко доходит. Так вот, почему у этих двух кентов в глазах как вода налитая. И они, наверное, сейчас на переднем сиденье сидят и вымазываются. Реально, прям, прививки наверное, ставят. в этой же машине. Ё-моё, я так, немножко взялся за голову. А чтобы вы понимали, вообще шприцов боюсь, их просто не переношу. Посмотрев на все это, в какой-то момент мне становится немного не по себе. Я такой думаю, это жесть. Просто не передать словами. Кому скажешь, не поверят. Сижу. Бля, вот да, из-за этих хуете не верится все меньше и меньше, конечно. Голодный, на измене, в каком-то вонючем, бусике, с представителями власти, как они сказали. Какие представители? Это наркоши, алкаши небритые. Вот кто там работает, ребята, в ТЦК. Это не представители власти, это самые, что ни на есть, настоящие бандиты. Это то, что я заслужил в этой стране, это то, что заслужили все украинцы, простые граждане, которых также пакуют каждый день в бусике. Да, знаете, я на это все посмотрел, у меня еще потом больше мотивация появилась, как быстрее свалить с этой страны, тюрьмы. И это при всем том, что это государство мне вообще ничего не дало, кроме паспорта, который даже поступления в ТЦК не требует. Ё-моё, представьте, ребята, себе, как относятся к простым гражданам. Да народ Украины за людей не считает. Это просто, ресурс. Животные. Животные то на Украине ценнее, чем люди. Ну ё-моё. На тот момент у меня почему-то вся жизнь перед глазами пролетела. Сижу я в этом. Он театрально не пытался поступить? Нет. Но он очень, судя по рассказам, он очень много на Ютубе пытался двигаться. Так что наработал вот этот вот пиздежный навык, именно разговорный. Может быть, и пиздежный в плане вранья тоже. Не знаю. У меня звериный нюх и неплохой калибр. Калибр? Внизу. Ой-ой-ой. В грязном бусике, где, возможно, 1000 микробов. Этот алкаш, кстати, еще постоянно кашлял, да. То есть через каждые 20 секунд кахеках. Спидорак, Я на минуточку бывает даже такое. подумал, а не туберкулез ли у него? И причем ты никак не можешь отсюда даже убежать. На тебе вообще абсолютно пофиг. Ты для них пыль. И что? И приходилось на это все смотреть, это все терпеть, так сказать. В общем, картина страшная, ребята. Просто смотришь на этих ребят со стороны, это биороботы. Это не люди. Киборги, молчок минут помноженные 10, на вечность. Я как-то подумал, они там уснули, А потом слышу, ожили, как колорадские жуки весной. И начинает резко там что-то смеяться, болтать, орать. Заводит машину и по газам. И ситуация такая, повороты мы уходили вообще без тормозов. Этот алкаш, пока мы ехали, наверное, раза два слетел с сидушки на пол. Летели мы, я хз, может быть где-то 140, 160. И это в центре города, прикиньте. В какой-то момент я даже уже прощался с жизнью. Потому что думаю, если, не дай бог, что-то мы зацепим, куда-то влетим, то этот бусик перевернется раз 50 на асфальте, и нам просто крышка. Но в какой-то момент алкаш начинает им кричать: «Стой! Стой!» Материться такой и «Стой, блин! Я воды забыл домой набрать». В итоге останавливается бусик. Алкаш берет 4 пластиковых 5-литровых баклажки и одному из них говорит: «Пошли». А один нарк, который напереди сидит, и говорит: «Да у тебя там бесплатная рабсила есть. Хапай его, та хай поможе. А мы тут пока партейку козла шпильнем. Подсобишь, коллеги, с баклажкой? Партейка козла. Бегишь там по дороге?» Я такой громко говорю ему. Конечно, не хотелось выходить с ногами, потому что, и так тяжело. И нарк говорит такой: «Давай, не ленись». И я такой при себе говорю: сейчас тебе помогу, Алкаш дает мне 2 баклажки и говорит: Оп, и «Погнали, по съебам. тут недалеко». Я такой с недовольным лицом выхожу и медленно, не спеша мы идем. Подходим к водомату, это где вода на разлив. Алкаш оплачивает воду, набрали 4 баклажки, берем по баклажке в руки и стоим. Алкаш говорит: «Иди вперед». Я говорю: «Я не могу быстро идти, мне тяжело очень». Он говорит: «Не, нифига, иди вперед, а то вдруг ты захочешь умотнуть». И мы начинаем идти, а до бусика всего, наверное, метра, может, 15. Я иду медленно, алкаш телепается сзади. И знаете, такой смотрю сдалека, а те 2 нарка отвернутые, не смотрят в нашу сторону, играют в карты. Я такой при себе: «Ура!» И тут я слышу что-то цок, 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 цок.
Ну, как будто, типа, что-то упало. Я слышу, алкаш такой, ай, мля, телефон упал, подожди. Я, короче, повернулся, а алкаш стоит отвернутый от меня, раком, назад, и ищет телефон, который упал на асфальте. И он мне такой говорит, так, подожди меня. И я такой говорю... Не, ну если он сейчас ему уебет подсрачник, то к этой истории, ну, будут большие вопросы. Конечно, подожду. Бросаю в сторону баклажки и резко по педалям в переулок. Ну ладно. И слышу такой крик. Шухер! Шухер! Леша! Миша! Ухилянт! Ухилянт! Я, короче, забегаю в переулок, а там темно, как в жопе негра. Через какое-то бревно. Как я потом понял, короче, на этом бревне бабки сидят. Разбил колено. Реально уже начал хромать от боли, как будто накаркал с ногами, блин. Но на адреналине, наверное, скорее всего, боль какая-то сразу, такая, знаете, не прошла. Хотя кровь на коленке была. В итоге я слышу, этот алкаш там что-то им орет. Я, короче, перебегаю на другую улицу. Потом смотрю, это какой-то там частный сектор. Но, знаете, с другой стороны, мне, в принципе, повезло. Это то, что темно. Потому что они бы меня там не нашли. Во-первых, за мной никто не побежал. А у меня такая, знаете, была мысль, что они не побегут. Скорее всего, за мной на бусике полетят. Но там такие узкие улицы, что они бы я там явно не проехали. В итоге они за мной не погнались. Но тут другая беда. Я бегу по улице, и тут, короче, передо мной нарисовалась собака. А собака, чтобы вы понимали, породы питбуль. Ну, та, которая, да, на людей бросается. Ё-моё, я такой думаю, блин, это еще хуже. Думаю, да что ж такая жизнь? Там тебя ТЦК хотели. Тут через бревно коленку повредил. Тут эта собака тебя Ты на собаку на эту похуй как будто. хочет съесть. Но я позже смотрю издалека, так, в принципе, было через огороды видно этот бусик. А он, знаете, как-то никуда не уезжал, но и за мной никто не погнался. Ну, в принципе, можно понять, да, пацки уставшие. В принципе, ребята, видите, как я ушел четко от этого алкаша. Это то, что я говорил в первой части, что алкоголь расслабляет и делает человека неповоротливым. Возможно, если бы этот чувак был бы не пьяный, он бы меня догнал. Но так как под действием алкоголя, он на 50% у него упала, скажем так, мощность организма, он был такой, знаете, полувялый. Так что никогда не бухайте. Знаете, что алкоголь только притупляет и мозг, и тело. В итоге я как-то чудом обошел этого пса, попал на другую улицу, и в течение 2 часов по темноте я обратно пришел домой. Ну, то есть в отель, где я временно кантовался до побега. Когда я пришел домой, я просто офигел. Куда меня завезли эти ТЦК? Ну, знаете, во-первых, я не знаю этот город, я тут первый раз. Во-вторых, меня завезли в какие-то дебри. Но повезло Хуя себе. Он с собой взял, он там готовить будет. мне, что я по навигатору, короче, вернулся обратно в отель. В принципе, и все. В принципе, вот такая вот история. Вот таким образом я Готовить ушел вафли. 3 раза от ТЦК. Но хочу подметить, что это было в 2023 году. И тогда они не так как-то Ладно. сильно крепили, как в 2024, а тем более в 2025. А уже на дворе 2026 год, январь. Я даже не знаю, Так, пустая бутылка, погоди. Нахуя она? что будет в этом году там на Украине. Это будет просто жесть. Если раньше ТЦКшники ходили втроем, то сейчас они ходят толпой, 10-ром, с баллончиками, шокерами, пистолетами Да. и прочей другой разной фигней. Причем они сейчас ходят не только в форме, а даже по гражданке Что, бля, погоди. и прочей другой разной фигней. Причем они сейчас ходят не только в форме, Погоди. Стой, это что, бля, такое? Что это за коробка? пистолетами и прочей другой разной фигней. А, нихуя, это кофе. Причем они сейчас ходят не только в форме, а даже Да по ладно. гражданке не ходят. То есть ты даже уже не отличишь, что это идет простой человек или ТЦКшник в гражданской форме. Каждый мужик сейчас на Украине боится ТЦКшников как огня. Но ведь давайте глянем с другой стороны. Если у них отобрать оружие, если у них отобрать шокеры, баллончики, все это, то на деле они станут просто слабаками, нулевыми. Поверьте мне, ребята, у вас и то больше сил, энергии, ну, допустим, если бы вы чисто помахались, да, там, своими силами, там, без оружия с ТЦКшниками. Не, ну это понятно. Если бы у ТЦК не было оружия, то их бы просто бы пиздили. Но это не так должно работать. ТЦК должно иметь какую-то силу, чтобы хоть кого-то запаковывать. У вас больше сил энергии, потому что вы сидите дома, у вас такая энергия скопилась за эти все года. Если у ТЦК отобрать все это оружие, то они просто бессильны. Все. Они ничего не смогут сделать. Но, к сожалению, то, что сейчас происходит на Украине, надо признать, что это чистой воды гражданская война. Друг против друга, брат против брата. По 1+1 или Интеру, конечно же, вам этого не скажут. Да. Потому как там все наоборот. Правду скрывают, а брехню пропагандируют. Еще видел несколько комментариев. Люди пишут, люди спрашивают, почему молчат популярные украинские блогеры. И ничего не говорят. Наверное, потому что боятся, что их там, ну, заберут или что-нибудь еще. Был один блогер, который вроде у вас высказался. Больше он в Украине не живет, он съебался.
про ТЦКшников. Ведь, мол, они могут повлиять на ситуацию, да? Не могут. Но, честно говоря, ребята, и не могут. Но даже если бы они могли повлиять на это, то я вам скажу больше. Все украинские блогеры, я имею в виду большие YouTube-каналы от миллиона подписчиков и выше, они будут молчать до самого конца. Почему, вы спросите? Ну, ответ же очевиден. Потому что за правду на Украине сразу же приезжает тебе домой СБУ и бьет, как говорится, ляща каждому, кто откроет рот. Поэтому в этой стране на 2026 год хуже уже, чем в Северной Корее. Но если бы реально хотя бы немного украинских блогеров высказались про ТЦК, то поверьте, результат был бы. Но ведь вы же укрблогеры языки в жопу, да? Вы все крупные каналы просто сыкуны, просто вы шестерки, боягузы и крысы. Хорошо, ладно, хорошо, давайте так. Если вы хотите, чтобы я вас уважал или мои... Блять, и ты решил уже условия ставить? Бля. Так. Почему-то в последнее время я слишком часто слышу от разных людей условия в сторону других блогеров. Сделайте то-то, то-то, чтобы я не считал вас сыкунами. Подписчики вас уважали? Оставьте хотя бы один комментарий под этим видео. Я сейчас к вам обращаюсь, блогеры Украины. Да, напишите хоть один коммент. Докажите всем, что вы не трусы, что вы не сыкуны, которые умалчивают настоящие проблемы, а пропагандируют вранье. Но, к сожалению, ребята, от них не будет комментариев, вот увидите. Так как они все чисто за деньги на ютубе. И граждане страны их не интересуют. Вот и все. Патриоты Украины они есть. Есть, да, это правда. Но и всего 10%, и все они живут в Европе, а не на Украине. Потому что каждый, кто живет в незалежной, черт бы ее побрал, лично своими глазами видят каждый день тот беспредел, что враг внутри страны, ведь ТЦК это же такие же граждане Украины. Они же своих пакуют и утилизируют. Когда клоун Владимир Александрович нам всем в 2018 году клялся, божился, в ноги падал, обещал, что когда он придет в президенты, он сразу же остановит войну в Донбассе. Было. Остановил? Украинцы, я сейчас к вам обращаюсь. Ну, остановил? Угу. Останавливает он уже по сей день, блин. Так что в этой стране, к сожалению, ничего никогда не было, нету и не будет в будущем. Жаль просто, конечно, простой народ, да, он ничего не виноват, и все это понимают, конечно же. И там, да, на самом деле есть нормальные люди, еще пока есть, да, которые вот... Дай Бобику сосиску, пожалуйста. Смотрят ни 1+1, ни Интер, там, ни Пятый канал, а лично сами смотрят в свое окно, в своем доме, каких знакомый ТЦКшник на улице пакует свои соседи, граждан. Еще вот многие граждане незалежной пишут, мол, Владимир Владимирович вот такой вот всякой не очень хороший президент. Я вам отвечу. Вообще, ну, кто бы говорил, ну, точно, ребята, судить не вам. Тут мы даже можем разглядеть просто внешний вид. Справа вот Владимир Владимирович, а слева Владимир Александрович. Справа мы видим, да, что Владимир Владимирович всегда выглядит подстриженный, волосы причесанный, в солидном костюме, всегда с галстучком, накремленные, как зеркало, туфли, речь всегда поставленная, четко и без повторений. Ну просто как он тебе даст сосиску через экран? Я для этого Бобика, я не для себя. Настоящий президент мира. А слева что мы видим? Покорюженное какое-то лицо, непонятно под чем. Растрепанные волосы, как у курицы. Какая-то зеленая грязная рубобетономешалочка первого разряда. Заросшее небритое лицо. Ну, бомж. Одним словом, просто бомж. Пиздец. Ну вот вернемся снова к ТЦК. Пошел троллинг. Они герои только временно. Вся эта красивая жизнь как быстро пришла, так, к сожалению, так и же быстро и уйдет. В какой-то момент мир перевернется и произойдет бумеранг. ТЦКшники станут на место людей, а люди, простой народ, станет на место ТЦКшников. Да хуй там плавал. Они съебутся. И тогда ТЦКшники будут прятаться и ховаться по погребам. А когда все наладится, мне кажется, каждый из них будет висеть и реально на столбе. Потому что каждая фамилия, когда они поступают в ТЦК, каждого ТЦКшника вносят в базу данных. Эту базу данных с легкостью может проверить российская ФСБ, это не проблема. И тогда каждого этого людолова найдут и накажут. Так что, ребята, ТЦКшники, если вы меня сейчас смотрите, вы же сами знаете, какой у вас конец. А конец у вас очень печальный. Знают, но они ебать сколько денег за все это время заработают. Вот прикиньте, за сколько, за 3 года, к примеру. ТЦК там себе залутают просто ебанутейшие бабки. Им вообще похуй, они в этой Украине жить никогда не будут больше. Так что так. Ну и вот отвечу на главный вопрос. Это на вопрос, что Россия такая же, как тюрьма, как и Украина. Как считают украинцы, да? А также это говорят в украинских СМИ и так далее. Я как живу в России, отвечу. Просто отвечу на один вопрос одним ответом. Давайте так. На Украине границы закрыты с 2022 года. В России границы открыты по сей день. Продолжаем дальше? Хорошо. Украинцы не могут официально покинуть Украину с 2022 года. Пошла база. Когда россияне прямо в эту минуту, прямо в эту секунду путешествуют по всему миру. К примеру, я этим летом
этом, в 2025 году я ездил О, прикормил. в Грузию к брату. Моя хозяйка, у которой я поначалу снимал квартиру, позавчера только прилетела с мужем с Дубаев. Один коллега по работе 3 недели назад прилетел из Египта. Кент сейчас находится во Франции в путешествии. И это можно продолжать бесконечно, понимаете? А вы, украинцы, куда можете поехать или полететь? К сожалению, никуда. На И фронт. вы это знаете. И о чем дальше с вами Блять, не разговаривать? смешно. Нет, я не радуюсь этому. Я все, конечно, понимаю прекрасно. Также есть разные люди. Есть плохие, есть хорошие украинцы. И поэтому, по вашему мнению, какая страна тюрьма? Правильно, Украина, как Северная Корея. Знаете, мы все раньше с вами не знали, почему люди бегут через границы незаконно в Северной Корее. А теперь уже на примере Украины понятно почему, да? К сожалению, да. Ну, Увы. еще и хлебушка ему дал. Хорош. Печально, но ничего не сделаешь. Вот такая вот украинская власть. Так что, чтобы я от вас больше никогда в жизни, украинцы, не видел этих комментариев тупых. И вот конец видео. Разъебал, конечно. Но это вряд ли тебя спасет от написания комментариев. Но это он делает умом, он специально байтит. Я скажу вам честно, да, мне жаль, мне очень жаль, что так вот все с нами происходит. Я не говорю сейчас о Европе, я говорю с нами, со всеми, вот. И война это плохо, да, но мы с вами соседние страны, ребята, украинцы. Мы граничим рядом с вами, вот, через заборы. И в дальнейшей будущей жизни нам с вами все равно жить рядом. И никогда нам с вами друг от друга не деться, понимаете? Все равно рано или поздно это все закончится, и мы с вами все равно, просто будем жить вместе. Поэтому хотя бы в это непростое время нужно оставаться нам с вами людьми, понимаете, людьми, а не животными, не такими животными, как ТЦКшники эти сраные. Надо с трудом попытаться хотя бы как-то немного заходить, но простить друг друга. Нужно простить друг друга и хотя бы постараться. И тогда, я думаю, чуть-чуть немного нам с вами легче станет жить. Ладно, на сегодня, я думаю, все. А то и так уже, как говорится, язык дымится от рассказа. Что еще сказать? Вот, кстати, некоторые люди в комментариях спрашивали, как можно поддержать меня и мой канал. Я не знаю, конечно, если вы так хотите, но вот, в принципе, номер моей карты на экране. Также эти цифры будут в закрепленном комментарии. Все, как говорится, исключительно добровольно по желанию. Ну, а с другой стороны, не знаю, это хорошая вообще идея так делать. Мне кажется, эта карта будет заблокирована. в принципе, в России монетизации украинские нет. мошенники сделают это. Никакая, к сожалению, на ютубе. Но как-то так. Что ж, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Знаю и чувствую, что мои ролики вам очень интересны, мои рассказы. Пишите, что бы вы еще хотели бы слышать от меня. Или, допустим, видеть от меня. Или, может, допустим, в следующем видео рассказать, как меня звали работать в ТЦК. Как я чуть ли не устроился. Я милый, добрый лисик, пожалуйста, напиши мне данные своей кредитной карты, дату и CVC-код. Эту бандитскую контору в этот территориальный комплекс. Напишите комментарии. Если будет много комментариев, в принципе, могу следующий ролик сделать на эту тему. Так что все. Не курите, не бухайте. Помните, что это только подмена понятий. Не уграбляйте свое здоровье. Занимайтесь обязательно спортом. Не скучайте, не болейте. И всем до новых встреч. Давай, пока-пока. Эх. Как ТГ-канал Шепот Фронта читал понемногу копиумы, но сейчас не актуальные нравоучения в стиле автора видео. Понял. У него столько историй. Я бы не поверил, что он сбежал, если бы не его говор. Не, ну он реально типа сбежал. Как бы... Это-то правда. Но вот эти вот истории, конечно, тяжело верится. Слишком они странные. Очень они странные. Но, опять-таки, тут остается только выбирать вот либо верить, либо нет. Так, а их куда пустят? Элиты, ясно дело, съебут, а вот цепным псам уготована судьба козлов отпущением. Да. Даже из российской оккупации можно уехать. Можно. Так, Бобик Джеш, ему как не дать часть хлеба, да немного колбаски. База.